Является ли паразитизмом, вампиризмом, потребление чужого внимания? Многие как бы красятся, чтобы выглядеть красиво, но с другой стороны они поглощают энергию внимания других людей, и у них больше энергетика возрастает из-за чужого внимания. У них негативные конструкции строятся при этом. Да, и у вас строится, если вы поглощаетесь их вниманием. В смысле, если вы обращаете на них внимание, потому что я бы не назвала их такими уж страшными какими-то грешниками. Они нанятая бригада тренеров, которые вас тренируют. Они вас поглощают, а вы не поглощаетесь. То есть вы идете, смотрите на эту раскрашенную обезьянку и думаете, не, мне такая не нужна, пошел дальше. А если вы там как-то поглощаетесь туда и говорите, какая страшная раскрашенная женщина, то, конечно, начинается сразу вампиризм. Да, для этого это и создано. Чтобы отвлечь ваше внимание от существенных вещей, от того, что она злая, там, сварливая, глупая, жадная. Вот помада все снимает. Это же откуда пришло? Раньше носили украшения, но они выполняли разную функцию, в том числе и защитную. Потому что когда висит украшение, первым делом взгляд падает на украшение, а не на человека. Первый удар приходится на него. Есть магические украшения. То есть удар приходится на украшение, она его трансформирует, а у тебя в этот момент хватает там 2-3 секунд, чтобы привести в порядок человека адекватно. Допустим, быстренько заказать решетку с выдвигающимися шипами на пульте. Маша. Поэтому Можно еще раз по системам защиты уточнить? Опять-таки, вот с одной стороны решетка на пульте, а с другой стороны одним из психологических методов там, общения с агрессивно настроенными людьми является, наоборот, перевести это агрессивное общение в русло позитива. То есть, когда человек агрессивно изначально настроенный, наоборот, включается в твое позитивное настроение, и от агрессии там уже и следа не видно. Таким образом, до этого был там один агрессивный, один нейтральный, а после этой агрессии стали там два позитивчика, разошлись друзьями, и никто не пострадал у тебя относительно. правильный подход. Только два есть момента. Первый момент. Тебе нужно быть уверенным, что после этого позитивчика ты не разошелся с половиной его демонов. Ну, вы разошлись в разные стороны. И такой он позитивчик, потому что поделись демонюгою своей. И ты такой с половинкой демонов. Только ты пока на подъеме, а домой пришел, они мозг сжирать стали. И ты уже такой через неделю такой больной никакой. Зачем я с этим человеком общался? Нужно быть однозначно уверенным, что ты ничего от него не подцепил, несмотря на то, что ты был позитивным. А это, в свою очередь, зависит от уровня сознания, я так понимаю, да? От многих вещей зависит, в том числе и от уровня сознания. Нужно быть не позитивным, нужно быть нейтральным, осторожным и внимательным при общении со всеми людьми. Вообще при общении со всеми существами. И второй момент, о котором я хотела сказать, это вот перевести его в позитивное русло. Ну, может быть, я не так выразился. Нет, ты правильно выразился. Не, Просто... я уточню, просто вы соотнесли позитив и нейтраль, да, то есть я понял свое немножко расплывчатость высказывания. Да, я вторую часть скажу, ты потом уточнишь. Вторая часть в том, что кто этот позитив в ком вызывает. То есть я целительница, моя задача показать то, что человеку мешает. И это не всегда приятно. И в 99 случаях это больно. Да, девочки? Да. Да. Но эта боль помогает вам найти эту гадость и вытащить ее из себя. И именно потому, что вы до этого момента не согласны были терпеть эту боль, не хотели выяснять эту боль и говорить об этой боли с другими людьми, которые вас окружают, потому что вас окружает много хороших людей, которые вам, скорее всего, неоднократно намекали на этот ваш недостаток. Просто когда вы попадаете ко мне как к целительнице, мне вас не жалко. Моя задача – помочь вам быстро и эффективно, но я не говорю, что будет не больно. Поэтому я волей-неволей этому человеку позитива принести не могу. Я могу ему сказать правду, вне зависимости от того, как он ее воспримет, позитивно или негативно. Потому что правда, даже если он осатанелый на меня кинется, заставит его думать. И именно затем он пришел ко мне, чтобы услышать правду. Конечно, ее можно облекать в позитивчик, но по моему опыту это не всегда получается. Потому что позитивненько объяснять ребенку, который не хочет гулять, сколько на это можно потратить времени? А у нас 10 дней семинара. Может, легче взять за жабры, посадить и так немножко
зафиксировав, поговорить на серьезную тему, чтобы человек начал думать, потому что я могу позитивчиком заниматься очень долго. Человек приехал решить проблемы. Здесь он решит. Я не сказала, что он их безболезненно решит. То есть адекватные люди говорят, как, да, сама. Лена, что? Где очередной товарищ ест? Что, мозг? Печень, почки? А что он будет делать? Отследить вот этот недостаток. Хорошо, начинаю отслеживать. Есть другие, которые говорят, сама не права. Тогда мы включаем усиленный вариант общения. Да, Полиночка? Как он происходит? Это такая очаровательная, такая жизнерадостная. Я не понимаю, о чем вы говорите. Потому что у тебя первый вариант. Сама. Просто в НЛП есть такая техника «задави собеседника позитивом». Это когда на тебя наезжают агрессивно, и ты своей позитивной энергией блокируешь человека. Но это же тоже, насилие получается. Да, получается насилие НЛП. Я думаю, что человек, которого придумал, надо разобраться, изучить создателя, кто создал это. Я думаю, что он изначально не это хотел дать. Это как, знаете, ядерные реакции изучали, а сделали бомбу, с помощью которых разбомбили 2 японских города. Зачем? Для чего? Для того, чтобы испытать. Ну все, теперь японцы захватят вас. По закону кармы. Испытают вас в вашей стране. Это как-то грустничок. Нет, Напал. хорошо все. Напал. Это осмысление. После Веры Степановны. Заинтриговала, ты о чем? Это осмысление. Вера Степановна очень подкосила. Очень подкосила, да, значительно так.